Всем привет! Сегодня хочу подвести итоги своего первого спринта суперобучения, которое я делала по мотивам, то есть по теме создания паттернов для ткани, бесшовные, бесконечные. Я это предполагала, что, в общем, это будет длиться 6 недель. Сейчас прошло 3 недели, и я это все закрываю, потому что я достигла своей финальной цели. В общем, я хочу поделиться, как проходило это все, своими результатами поделиться, и какие ошибки я совершила, и как вы можете использовать, надеюсь, этот опыт. В общем, максимально всем поделюсь, может быть, будет кому-то полезно. Так вот, изначально я собиралась создавать паттерны для ткани для одного определенного магазина, и, собственно говоря, финальной точкой было бы создание хотя бы одного паттерна, который бы я уже загрузила в магазин, то есть мне было бы не стыдно его, поделиться с людьми и как-то продавать его за деньги. Потому что у каждого творца, можно так сказать, есть вот этот какой-то в общем, грань, через которую он проходит, когда предлагают уже свое творчество за деньги. Это всегда такой сложный момент, когда ты на 100% уверен в том, что ты делаешь, и что это можно предлагать другим людям, и что за это можно получать деньги. В общем, это такой, не сложный шаг, но такой достаточно серьезный. Так вот, я это сделала, я выгрузила. Внизу будет ссылка на первый мой паттерн. Их там два, но один помельче, другой покрупнее. Просто один и тот же, по сути, паттерн. Он пока один, потому что, в принципе, я все совершила, я молодец, но пока что мне совершенно не хватает насмотренности на это дело, потому что там есть еще другие паттерны, которые я делала, создавала, я даже показывала на своем другом канале, как я это все делаю. Но, в общем, пока что мне не хватает вкуса для этого. То есть я, конечно, их научилась делать, я молодец, я создала первый, все прекрасно, но у меня еще не хватает вот этого механизма в голове, который бы мне позволял из любой картинки создавать узор, то есть, как бы в своей голове, потому что пока ты себе в голове это все не представишь, не получится, потому что я пыталась вот просто тыкать какие-то элементы, но это получается не так эстетично, как мне хотелось бы, потому что мне кажется, что это немножечко недостаточно, плюс я хорошо представляю, как это будет в большом объеме, то есть как, там с рыбками коэ, которые я делала паттерн, там слишком много красных, они слишком много, в общем, слишком неправильно я их распределила, я поняла, это слишком поздно. В итоге, это уже будет насмотренность, практика и так далее. В общем, я думаю, что мои паттерны будут увеличиваться все-таки в моем магазине, в моем кабинете дизайнера, так что можете заходить иногда посматривать мои результаты. Так вот, какие ошибки были? Ошибкой главной было то, что я недостаточно изучила этот вопрос, прежде чем погрузиться в него. То есть я так поверхностно посмотрела всякие видосики, я подумала, ой, это все так просто, это все так легко, это вот тык-тык-тык и все. Это оказалось вообще не так. Плюс подсознательно я понимала, что в программе, именно с программой у меня будет больше проблем, чем с рисованием, потому что я там предполагала много практики рисования, которую я практически не делала, потому что этим я только оттягивала момент погружения в программу. А когда я уже загрузила себе Photoshop, я поняла, что я в фотошопе, и что с этим всем нужно разбираться, это все не так уж просто, и те видосики, которые я смотрела, тык-тык-тык, это вообще не тык-тык-тык, потому что там есть еще много под каких-то подпунктов, зажатых клавиш, в общем, о которых ты не знаешь, ты не понимаешь и все это делаешь. В итоге, как оказалось, я начала с середины, то есть я сразу вбухнулась именно в паттерны. Я почему-то решила пропустила момент просто вхождения в программу, изучения каких-то основных моментов, основных клавиш и так далее. В общем, сочетание вот этих всех палитры, как это все работает, как работают все эти кисти. Я почему-то типа, ой, мне это не надо, и я буду сразу создавать паттерн. Нет, это так не работает. Всегда нужно начинать сначала. И, в общем, после там определенного количества часов я уже поняла, что да, нужно возвращаться, отматывать к началу, начинать это все сначала. Я начала докапываться, смотреть другие ролики, где объясняются какие-то вещи простые, элементарные, как переместить, как выделить, как пользоваться этой волшебной палочкой и всяким таким. Я даже начала конспект себе делать. Я, в принципе, кстати, как я и говорила, у меня здесь все расписано каждый день, что я делаю. Я даже себе оценочку ставила. Зачем, я не знаю. Но любитель я таких вещей. Кстати, в итоге у меня получилось 31 час. Вот это все. Все мое обучение. Я думаю, что если бы я лучше себя организовала, это было бы гораздо-гораздо быстрее. В общем,
Вот, и дальше уже пусто, потому что дальше я этим всем не занималась, но в итоге я вот просто зашла в инструкцию фотошопа и какие-то базовые вещи, чем там векторное трастовое изображение отличается, какие эти пиксели, дюймы, все вот это вот изучила, хотя бы какие-то основные вещи, и потом уже пошло веселее. То есть повторюсь, я очень мало изучила, очень с середины начала. Это была моя главная ошибка. Это доставило мне нервов, психов. Я давно так не попадала в состояние, что я вообще не понимаю, что здесь происходит, что здесь нужно делать, как это все работает, зачем оно мне вообще нужно и так далее. В общем, нервов было потрачено очень много, потому что ну вот на видео перемещается, там все делается, а у меня не получается. Вот почему, я не понимаю, почему у меня так не делается, почему у меня не перемещается и так далее. Повторюсь, если я бы начала с самого начала, я бы, конечно, себе сократила времени и нервов, которые бы я потратила. И плюс, конечно же, я поняла, что в какой-то момент я очень боюсь обратной связи, и в этот момент я на следующий день выложила свой паттерн, он был не идеальный, он, кстати, не очень хороший, я его не буду нигде использовать, потому что там нарушены главные принципы бесшовности паттерна. Но я вот поняла, что у меня и до этого были паттерны, но я боялась показать, боялась рассказать о том, что я делаю. И, в принципе, во всем этом процессе, который вот я проходила, вот эти все мои нервы, все мои потраченные впустую часы работы, они были больше из-за самонадеянности. Потому что, ну, мне казалось, ну, кто-кто, а я быстренько все сделаю, быстренько все освою. Ну, как я могу не понять? Я во всем всегда разбираюсь. Но я все время забываю о том, что мозг входит во что-то долго. Ну, как бы, если вы начинаете делать что-то, чего раньше не делали, вам нужно дать время мозгу, чтобы вообще войти в курс, понять, что, где, когда, зачем. Мне, в общем, всегда казалось, что у меня все быстро происходит, при том, что у меня очень медленная нервная система, так что я сама себе противоречила, и как-то мне было обидно и стыдно, что у меня не получается, так долго у меня не получалось нормальное что-то создать, сделать, и я из-за этого боялась обратной связи. Ну, как бы, хотя я часто рассказываю о своих ошибках, но уже потом, когда я их переработала, переварила, а когда я в этом моменте нахожусь, мне всегда, ну, как-то очень неудобно, что вот я облажалась, что мне не получается, хотя это вроде все так просто, а я тут копошусь, нервничаю. А в итоге вот эта самая моя самонадеянность, плохая подготовка, они, конечно, ничего хорошего не сделали в этом процессе. И, в принципе, я сейчас могу сказать, что это была слишком маленькая цель для суперобучения. Мне кажется, что если бы я вообще не умела рисовать и захотела делать паттерны, то это, ну, как бы был бы в этом смысл как-то это все делать. Поэтому, ну, как бы, да, я прошла суперобучение, 3 недели, 31 час, я научилась делать паттерны, все прекрасно, но я думаю, что это можно было бы и за неделю делать, потому что я вот себе назначила 6 недель и такая: "Ну, у меня же есть время, я там могу 1-2 дня пропустить". То есть у меня были такие моменты, когда, мне просто не хотелось, я не успевала, думала: "Ну, у меня же есть еще время". Поэтому здесь я тоже просчиталась во времени, в отрезке времени, поэтому все-таки следующее суперобучение будет более такое глобальное. Я обещала, что я буду другой язык учить, но не сразу. Я не знаю, через сколько я его начну, потому что я сейчас взяла 2 предмета в своем университете, и я немножко обалдела от нагрузки, потому что еще второй предмет, от которого я вообще ничего не ожидала, потому что это предмет, который называется что-то типа "Жизнь и обучение в глобальном смысле". То есть я думала, что это такое околофилософское. На самом деле там такое двойное дно оказалось. В общем, столько дополнительных заданий, столько чтений я давно ни в одном предмете у меня не было. Поэтому я немножечко сейчас в сильной нагрузке, потому что остальную эту нагрузку я тоже от себя не убирала, у себя не забирала. Вот. В итоге я пока не знаю, как выгрести из этого. Ну и плюс, пока вот это мое суперобучение с паттернами было, я там себе еще одну художественную цель нацелила, которую мне сейчас интереснее реализовать, но она тоже занимает очень много времени, особенно на старте, пока все это наладится. Но пока я ничего не буду говорить, потом расскажу. Так что слишком большая нагрузка, я понимаю, что я просто не выгребусь из этого, но в любом случае, я думаю, что на лето отложу изучение. Я, по-моему, итальянский обещала вам выучить, я, в принципе, давно хотела. Это еще вот с фильма "Ешь, молись, люби". Но я думаю, что он лучше подходит под суперобучение, потому что, в принципе, автор тоже изучал язык 3 месяца, по-моему, тоже. Да, ну,
В общем, это будет более показательно, потому что сейчас такая была разминочка суперобучения, а на языке я уже немножко лучше, я думаю, это все сделаю. Постараюсь это все как-то хорошо организовать, сделать там отчеты, как-то это все, в общем, будет более показательным, более интересно, я думаю, для вас. И по поводу прокачки ваших таких практических навыков мы еще немножко позже поговорим, потому что это тоже тема интересная, которая вот меня захватила, пока я делала это суперобучение. Поэтому пользу это принесло. Это оказалось быстрее, и я немножко просчиталась, я была слишком самонадеянна, но любой опыт – это опыт, если вы смогли из него вытянуть все самое полезное и дальше это использовать. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.